Явка с повинной: Лавров вернулся из так называемой отставки и обратился к США. Не обошлось без очередных перлов. Под покровом тумана стали известны итоги прорыва байкеров Путина под Покровском. До окончания войны в России начали бессрочно отключать мобильный интернет. Военная тайна раскрыта, явки провалены. У Путина все-таки есть двойники. На чем прокололся Штирлиц-недоучка? В рай с золотыми котлами. Совещание по ядерным испытаниям превратилось в соревнование по стоимости аксессуаров. Об этих и других главных событиях утра среды 12 ноября. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Мировая пресса рано списала Лаврова в утиль. Глава российского МИДа снова появился на публике и провел большой брифинг. Главный месседж: в Москве все еще надеются, что в Вашингтоне передумают и возобновят подготовку к встрече Путина и Трампа. Готовы также обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту лидеров России и Соединенных Штатов. Предпочтительным местом саммита является Будапешт. Господин министр, недавно вышла очередная статья, где автор и его якобы источники утверждают, что США и Марк Рубио были в шоке от вашей бескомпромиссности. Своей вины за срыв переговоров министр не видит. Мы хорошо, вежливо, без каких-либо срывов поговорили, подтвердили в принципе движение на основе пониманий Анкориджа. Но натуру никуда не деть, и не обошлось без обычного для Лаврова цинизма. Мы, в принципе, вежливые люди. Тут главный путинский дипломат намекнул на известное посткрымское выражение в отношении зеленых человечков. В собрание известных своих цитат Лавров добавил новый перл. Есть такая шутка: наша совесть чиста, мы ей редко пользуемся. Но в данном конкретном случае это совершенно так. Как думаете, часто Лавров и его сотоварищи пользуются этой самой совестью? Пишите в комментариях. С фронта приходят тревожные новости. Украинским силам обороны пришлось оставить ряд позиций под давлением массированных штурмов российских войск. Речь идет о Запорожской области. Об этом сообщил спикер сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии РБК «Украина». По его словам, отход был осуществлен в районах Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки. Причина – более 400 артобстрелов в сутки и разрушение защитных укрытий. Бои за Равнополье, Сладкое и Яблочное продолжаются. Ситуация остается крайне напряженной. Из-под Покровска есть и хорошие новости. Накануне соцсети облетели эти кадры, напоминающие фильмы о безумном Максе. Только героев этого видео лучше назвать бойцами безумного Влада. Захватчики попытались прорваться в город с юга, воспользовавшись густым туманом. В колонне шли мотоциклы, буханки, пикапы. Но для многих этих байкеров рейд оказался недолгим. Бойцы батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады имени Алексы Довбуша остановили наступление прицельными ударами FPV-дронов. Украинские БПЛА бьют по российским НПЗ уже и среди белого дня. Дальнобойный дрон «Лютый» поразил нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области. По данным аналитиков, беспилотник достиг цели на расстоянии около 1400 километров от Украины. Видео очевидцев показывает дрон в небе над Орском и мощный столб дыма в промышленной зоне, предположительно над установкой первичной переработкой нефти ЛО-АВТ. Губернатор региона Евгений Солнцев подтвердил факт атаки, объявив план «Ковер». Минобороны РФ заявила о сбитии 4 БПЛА, один из которых в Оренбургской области. Похоже, сбивали самим НПЗ, так как ПВО, судя по записям, вообще не среагировало. Звуков перехвата было не слышно. Это уже второй удар по Орскому НПЗ за месяц. В октябре предприятие также горело после атаки украинского беспилотника.
Пока украинские дроны вырубают российские НПЗ, местные власти вырубают интернет, причем теперь уже на постоянной основе. Ульяновская область стала первым регионом Российской Федерации, где мобильный интернет официально отключен до окончания войны. Об этом объявили местные власти, сославшись на распоряжение из Москвы, сообщает Ульяновская правда. Сейчас важно понимать, эти меры не прихоть чиновников, не ошибка исполнителей, которые попросту забыли включить интернет после тревоги, а необходимость, продиктованная федеральными требованиями безопасности, а те, в свою очередь, атаками противника. Жителям оставили доступ к белому списку сервисов госуслуги Яндекс, ВКонтакте, Озон, Wildberries и платежная система МИР. Остальным советуют пользоваться общественными Wi-Fi. Таких точек в регионе около 450. Изменить ситуацию к лучшему сейчас не сможет ни оператор связи, ни министр, ни губернатор. Это означает, что ограничения будут сняты после физического устранения источника угрозы. Кстати, как думаете, что они в самом деле имели в виду? Неужели тоже надеются на томагавки? Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Как там было? У чекиста должны быть горячее сердце, холодный разум. А что Железный Феликс говорил про золотые часы? У главы ФСБ на руке внимательные журналисты рассмотрели недешевый аксессуар. На совещание Совбеза Александр Бортников пришел в роскошных швейцарских часах Ulysse Nardin Perpetual из розового золота. Их стоимость оценивается примерно в 3 миллиона рублей. А внимание на это первыми обратили в издании «Можем объяснить». Остальные члены Совбеза на фоне Бортникова выглядели нищебродами. Шойгу нацепил Porsche Design, Володин Зенит Эль Примера, каждый примерно по 500 000 рублей. Путин, как отмечают журналисты, был без часов. Возможно, чтобы скрыть точное время записи. Но всех сдал бывший министр обороны, который ни в армии, ни в КГБ не служил. Но самый главный прокол всей этой команды в чем? Они собрались пугать Запад ядерным оружием. Но кто же поверит персонажам, так любящим деньги, что они отважатся нажать на ту самую красную кнопку? Есть страна, которая смогла кое в чем переплюнуть самые известные диктаторские режимы планеты. Прокурор в Турции требует для главного оппозиционера страны, внимание, 2000 лет заключения. На рекорд пошел главный прокурор Стамбула Акин Гюрлек, обвиняя мэра города Экрема Имамоглу. Конечно же, не за то, что последний потенциально мог стать главным оппонентом Эрдогана на будущих выборах. По версии следствия, якобы созданная Имамоглу коррупционная сеть нанесла ущерб стране на почти 4 миллиарда долларов за 10 лет. В деле 402 обвиняемых, а обвинительное заключение занимает более 4000 страниц. В нем политика представляют как организатора преступной группировки. Арест мэра Стамбула весной вызвал массовые протесты по всей Турции. Старый чекист оказался разоблачен, а его явки провалены. У Путина все-таки есть двойники. Это копии его кабинета. Именно с их помощью Кремль годами вводил всех в заблуждение, скрывая, где на самом деле находится диктатор. Оказалось, что оригинальный кабинет в Новоогарево построили в 2015 году, а уже через год начали возводить его точные копии. Отличия минимальны. Другое положение ручки двери, вентиляции и швов на стенах. Очередную тайну хозяина Кремля раскрыли не ЦРУ или Моссад, а журналисты из проекта «Система». Авторы расследования сопоставили десятки часов видео и сотни кадров с сайта Кремля за 10 лет, а также документы госзакупок и планы зданий. В общем, недаром Путина в свое время забраковали в школе КГБ и отправили не на Запад, а в социалистическую ГДР. Но теперь диктатор может в волю поиграть в шпионов, имея под рукой огромный госбюджет. Кремль физически построил целый театр для своего одного актера. Правда, с 2023 года Путин перестал пользоваться сочинским кабинетом из-за угрозы украинских дронов, а в текущем году и Новоогаревским. Сейчас он все чаще скрывается на Валдае, где, по данным журналистов системы, проходят официальные встречи с подставными фонами. Сегодня это больше всего действительно похоже на то, как жил Хусейн. Стоило главе МИД Литвы Кястусису Будрису встретиться с будущим спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом и госсекретарем Марком Рубио, как Лукашенко внезапно изменил тон. Диктатор срочно поручил начать переговоры с Вильнюсом о нормализации ситуации и возобновлении работы пограничных пунктов.
С учетом обращения литовской стороны поручено министру иностранных дел организовать переговоры по вопросам нормализации ситуации и возобновления полноценного функционирования пунктов пропуска на совместной границе с участием литовских уполномоченных лиц, ответственных за данное направление. Переговоры пройдут с участием литовских уполномоченных лиц, а координировать процесс будет сам госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, что говорит о политическом весе этого решения. Похоже, Лукашенко пошел на попятную после того, как США и Литва синхронизировали позиции по Беларуси. Для режима, который еще недавно грозил ответить на закрытие границы, это очевидный сигнал. Вильнюс получил поддержку Вашингтона, а Минск решил не испытывать судьбу. Całe 100 lat będziemy wolni i będziemy niepodlegli. Pytam więc, patrząc na 1000 ponad lat polskiej historii i wielkie dzieło ojców polskiej niepodległości. Jesteśmy wszyscy pod biało-czerwoną flagą. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.